Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 2 ноября. В этом видео поговорим о том, что можно делать в этот день 2 ноября, а также чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, 2 ноября православная церковь почитает память Артемия Антиохийского. Это святой великомученик, который был военачальником при Константине Великом. За успехи на воинском поприще он получил должность наместника Египта. Артемий был в корне не согласен с политикой императора Юлиана Отступника, планирующего восстановить язычество и искоренить христианство. Святой выступил против императора, когда тот истязал христианских епископов. За это Артемия арестовали и подвергли пыткам. Он стойко перенес все мучения и не отрекся от Иисуса Христа. Позже его обезглавили. Вы знаете, наши предки 2 ноября молились святому Артемию об избавлении от болезни, а также от случайной смерти. Считается, что святой помогает при лечении грыжи, а также мужской половой системы. Своим покровителем великомученика считали военные. Также, друзья, мы в описании к этому видео оставим вам молитвы, которые рекомендуем прочитать в этот день 2 ноября. В народном календаре этот день прозвали как Артемьев день, день святого Артемия, а также просто день поминовения всех усопших или день атаманов. Народный праздник 2 ноября наши предки обязательно готовили квашеную капусточку, запасались на зиму продовольствием, не забывали чинить заборы, подмазывали стены домов и топили печи. В этот день всегда к селениям приближались волки, поскольку с наступлением холодов пищи в лесах становится меньше. Волки крадут домашнюю птицу, нападали на скотину, поэтому животных запирали и не выпускали на улицу. Также 2 ноября этот день назвали как День атаманов и воинских предводителей. Существует такое поверье, что на защиту человека, рожденного в этот день, встает сама волчица. По духу этот человек близок к лесу, птицам и зверям. На Артемия наши предки продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту, а также готовили припасы. Мужчины укрепляли ограды и заборы, чтобы защитить дом не только от воров, но и от диких зверей. Волки зимой особенно опасны. Они могут нападать на домашних животных и людей. Если волки близко, то просили звонаря звонить в колокол. Этот звук отпугивал диких зверей, и они уходили восвояси. Помимо этого, хозяева перед сном обходили свое жилище и звонили в небольшой колокольчик, чтобы ночью волки, не дай бог, не напали. Ко 2 ноября нужно было обязательно починить забор. Считалось, что если забор крепкий, то и будущий год будет обязательно денежным. По поверью, через дырки в заборе утекало все богатство. По погоде, которая была на 2 ноября, на улице можно было определить и предстоящую зиму. Народные приметы, связанные с этим днем, говорили о том, что если в это время снег падает на сухую землю, это к теплу. А если на деревьях появляется иней, значит в следующем году будет неурожай зерновых. Если в Артемиев день галки устраивают птичий базар, значит погода в ближайшие дни будет комфортной. Если в этот день, 2 ноября, вы увидели иней на деревьях, это к плохому урожаю в следующем году. Ну а если поздние яблоки кислые, то в ноябре будут много грязи и морозов. Волки долго воют к скорому похолоданию. Ну а если ежи впали в спячку, то зима будет ранней. В день поминовения усопших наши предки говорили о том, что запрещено было смотреть на птиц, которые пролетали в небе. Наши предки верили, что они могут унести благополучие, как говорится, оставив зевак в нищете. Именины или День ангела в этот день отмечают следующие имена: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел и Петр. Поэтому, если в вашем
вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. Также обращаем ваше внимание, что рожденные в этот день являются прирожденными актерами. Часто носят маски и могут менять свое поведение и характер в зависимости от обстановки. Обладают высоким интеллектом, способны поворачивать ход событий в свою пользу. Рожденные 2 ноября по своей натуре победители. Они твердо идут к цели и верят, что все у них обязательно получится, даже если их уверенность не имеет почвы под ногами. Талисманами людей, которые появились 2 ноября, являются прозрачные твердые камни. Это может быть и горный хрусталь, это может быть тигровый глаз, аметист, змеевик, красная яшма и малахит. Что же касательно снов, то сны на 2 ноября могут сбыться. Правда, произойдет это не скоро и лишь в том случае, если это будет физически возможно. В эту ночь подсознание общается с нами с помощью слов, поэтому если удастся запомнить произнесенные во сне фразы, их нужно записать и в течение суток понаблюдать за тем, что говорят окружающие. Озарение не заставит себя долго ждать. Но если вам приснится априори агрессивное животное, тот же боевой петух или, скажем, бойцовская собака, это вам предупреждение, что в настоящее время вы готовитесь совершить какую-то ошибку. Ну и если уже не совершаете. Поэтому нужно критически посмотреть на свои решения последних дней и, возможно, скорректировать их. Женщины 2 ноября всегда квасили капусту, которую зимой подавали с клубнями разваренного картофеля. Это была главная еда для крестьянина в холодные зимние дни. Капусту не только ели, но и проводили обязательно с ней магические ритуалы. Так, для стабильного материального положения с овощами квасили денежную купюру. Итак, друзья, предлагаем в этот день, 2 ноября, провести денежный ритуал с капустой. Для этого возьмите морковь, капусту и соль. Можно еще добавить и другие ингредиенты. Главное, чтобы их было не меньше 3. Также важное условие, чтобы овощи не оставались после засолки, иначе ритуал не получится. Нужно обязательно все постараться тщательно рассчитать. Итак, выбираем самую крупную купюру, которая только есть в доме в тот момент, когда будете проводить ритуал, завернуть ее в бархатную или атласную ткань, а затем положить в соль, впоследствии используемую для закваски. Она должна пропитаться обязательно энергией денег. Через пару часов купюру вынуть и положить в ткань в тарелку, а сверху поставить емкость, приготовленной для квашения капусты. При этом проговаривая такие слова: «Капуста квасится, деньги растут. Пустит она сок, пойдут финансы впрок. Купюра даст приплод, богатства будут не в счет». Так купюра должна будет лежать до тех пор, пока капусточка не будет готова. С первой ложкой съеденной капусты сказать обязательно такие слова: «Капуста во рту, денег дай мне уйму». Эту купюру старались не тратить в течение 40 дней, так как если сделать это раньше, то появлялась угроза, что ритуал не сработает. Также женщины 2 ноября, в день Артемия, читали определенные магические слова против грыжи, а девушки привораживали парней с помощью волчьего клыка. Ну а мы вам предлагаем провести обряд от грыжи. Итак, что нужно сделать? Больной садится в нижнем белье с непокрытой головой. Если женщина, то женщина снимает платок и распускает волосы. В входной двери спиной, а его кровная родственница старше 40 лет встает позади него, кладет руки на больное место и вполголоса говорит обязательно такие слова: «Артемий, приди, боль, ой, называет имя больного, забери». Затем берется осиновая веточка, которую нужно сорвать именно сегодня, 2 ноября, и начинать похлопывать, начиная с головы и заканчивая ногами, говоря то же самое 9 раз. После ветку поджигают над церковной свечой, говоря следующие слова: «Боль собрала, огнем сожгла. Ты, Артемий, пепел возьми и навеки недуг и называет имя больного унеси». После ветку женщина бросает в открытое окно. И нужно читать над больным трижды молитву «Отче наш», и считается, что больной очень скоро вылечится. Давайте теперь поговорим о том, что же можно было делать 2 ноября по народным приметам. Итак, в этот день обязательно необходимо было сходить в церковь тем, у кого есть грыжа.
Свечу нужно поставить святому Артемию, попросить у него об исцелении. Верующие молились преподобному о том, чтобы не умереть от нелепого случая. Также в этот день наши предки чинили и обязательно укрепляли ограды. Наши предки верили, что чем крепче будет забор, тем будет лучший урожай на следующий год. Женщины по традиции в этот день квасили капусту и продолжали готовить запасы на зиму. Также 2 ноября наши предки организовывали пиршество для атаманов и их дружин, во время которых военачальникам подносили дары. Это могло быть холодное и огнестрельное оружие, щенков охотничьих пород и другие подобные подарки. Люди старались провести этот день со своими близкими и родными. На Артемия нельзя было ссориться или разговаривать на повышенных тонах. В противном случае наладить отношения получится очень нескоро. Также наши предки верили, что плохие мысли 2 ноября могут привлечь беды и болезни в жизнь человека. Поэтому не старайтесь держать сегодня зла на обидчиков и простите им их бестактность, даже если вы считаете, что они вас обидели и вам это неприятно было слышать или видеть. Помните об этом. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 2 ноября по народным приметам. Вы знаете, 2 ноября нельзя было играть свадьбу, хотя в целом месяц ноябрь вполне благоприятен для заключения брака. Если же обстоятельства складываются таким образом, что свадьбу, назначенную на Артемьев день, никак нельзя перенести на другую дату, то молодым надо в обувь положить по камушку. Жениху и невесте нужно походить так какое-то время, чтобы камушки в обуви стали самым большим препятствием в их семейной жизни. Нельзя в этот день было рисковать, потому что риск в этот день может даже обернуться какой-то тяжелой травмой. Лучше сегодня помолиться о защите от различных болезней. Святой Артемий Антиохийский обязательно услышит вашу молитву и обязательно вам поможет. Также, друзья, мы в описании к этому видео, напоминаем, оставим вам молитвы, которые обязательно прочитайте в этот день 2 ноября. Также в этот день запрещено было посещать кладбище после захода солнца. Считается, что тот, кто нарушит данный запрет, навлечет на себя, на свой род неудачи или даже смерть одного из членов семейства. Также в этот день нельзя было есть картофельные блюда. Сегодня на столе должна была быть капуста. Там могла быть капуста тушеная, капуста жареная, капуста в салатах различных, а также квашеная или соленая. Считается, что чем больше блюд из этого овоща будет съедено в Артемьев день, тем счастливее и здоровее будет человек, а в его доме поселится и благополучие, и мир. Также нельзя 2 ноября было оставлять и незавершенные дела. Если же так сделать, то в следующем году ничего не будет складываться. Кстати, за новые проекты на Святого Артемия тоже приниматься не рекомендовалось. Запрещается, чтобы в этот день забор вокруг дома, ворота и входные двери были поломанными или с какими-либо дефектами. Их надо обязательно починить. Тот, кто не послушается данного совета, столкнется не только с семейными проблемами, но и с денежными. По народной примете все запасы уйдут через поврежденный забор или через дверь. Также 2 ноября не стоит вытряхивать подушки, одеяла, покрывала и матрасы. Вместе с пылью исчезнут счастье и удача. Святой Артемий считался покровителем животных, поэтому 2 ноября строго-настрого запрещалось их обижать. В противном случае можно столкнуться было с такими бедами, которые поставят человека на четвереньки. В этом были уверены в народе. Также 2 ноября не следует ходить в лес без особой надобности, а уж тем более на охоту. Если придется спасать живое существо, святой может остановить свой выбор на невинной душе. Вряд ли это будет охотник. Также в этот день не стоит выносить мусор из дома. Более того, нужно не выкидывать и остатки пищи. Если в доме есть питомцы, нужно собрать со стола еду и отдать им. Если нет, накормить бездомных животных. Это принесет в дом достаток.
А вот с финансовыми проблемами можно столкнуться в том случае, если 2 ноября обнаружат в заборе дырку. Поэтому перед Артемьевым днем наши предки тщательно проверяли целостность ограждения. Друзья, вот такой у нас с вами день 2 ноября по церковному календарю и по народным приметам. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас вы на экране видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья, услышимся в следующем видео.